Всем привет! Сегодня у нас среда, на улице хорошая погода. Вот, смотрите какая, видите, классная. Скоро у нас будет лето, соответственно, я решил, надо машину готовить к летнему сезону. Начали попискивать тормоза и надо, значит, менять. Сейчас покажу, что купил. Когда тормоза начинают попискивать, когда легонько тормозить, надо менять колодки. Вот мне по интернету притащили вчера. Я еще не открывал. Сейчас открою. И поедем в мастерскую. Не хотел ехать в автомагазин, в интернете купить даже дешевле. И с доставкой бесплатно тебе на мотоцикле привезли и все. Так как первый раз я менял только накладки, то второй раз буду менять прямо с дисками. Вот, значит, тут бошевские накладки для моей модели должны быть. Вот такие. О, класс. Теперь скажу, почему пищат тормоза, когда надо узнавать, что они чего пищат. Смотрите, наверное, вам видно. Ну, может, кто не знал, мало ли, все скажут, да, я знаю. Ну, знает-то знает. А кто не знает, узнает. Вот, видите, вот эту скобку, вот эту вот скобу. Видите, она ниже этих самых, ниже, чем сами накладки от колодки. И вот когда колодки изнашиваются и доходят до вот этой скобы, эта скоба начинает дотрагиваться до диска. И вот металл об металл дает этот скрежет и этот писк. Это скоба специально такой ограничитель, чтобы вы знали, когда надо начинать менять колодки. Потому что не каждый же день ты заглядываешь в колеса и знаешь, когда там их менять. Соответственно, вот я, к примеру, мне потом объяснили, я, допустим, не знал про эту скобу. В общем, сейчас поеду в мастерскую. Сколько мне обошлось? У каждого по-разному продавца. У кого и 40 тысяч, у кого и 15 тысяч диски. Ну, вот здесь запакованные, я их сейчас не буду открывать. Ну, может, если что, там, когда откроем, когда в мастерской. Я в конечном итоге взял вот этот набор дисков и колодок. 4 колодки, 2 диска. Ой, извиняюсь, надеюсь, они там не побьются. За 23 тысячи. 23 тысячи аргентинских песо. На сегодняшний день песо где-то 300 песо, $1. И с доставкой бесплатно мне вчера привезли. Установка. Поедем в мастерскую хорошую на Либертадоре. Вчера я заезжал, спрашивал. Сказали, что будет стоить 15 тысяч работа. Это Либертадор. Я вот здесь вот оставил машину. Там 3 машины-то пока что. Так что сказали, где-то приблизительно 2 часа. У нас здесь время где-то погулять. Здесь рядышком китайский район. Так что вполне возможно, что можно пройтись в китайский район погулять. А можно сейчас где-то в кафешке какой-то что-то постримить. Смотрите, переходим. Так, ну да, по ногам еще, блин, переедь. Прямо ездит, как я езжу. Но я, правда, не переезжаю пешеходов, как правило. Стараюсь, во всяком случае. Так как мне сидеть 2 часа, я решил домой не идти, а потом снова идти далеко. Пошел в китайский район. По дороге купил себе эмпанады. Это хамон и кесо, сыр и хамон. Не знаю, как хамон. Смотрите, какая. И еще одну купил себе с курицей. И решил посидеть под деревом. Тут такое офигенное дерево, смотрите, это все одно дерево, вот оно. Вот. Оно создает тенек, под ним настроили кучу всяких столиков. И кто хочет, может посидеть, пожевать, ну, может интернет посмотреть.
Одним словом, под южноамериканским деревом, вот таким, с такими размашистыми ветками здоровенными. Тут куча столиков, можно посидеть. И внизу у нас там китайский район, цветут цветы. Кто хочет, конечно, можно на скамеечках вот посидеть, видите. Но я что-то на солнце сегодня не хочу сидеть, это Хураменто. Я решил в тенечке. Вы знаете же, вот эти деревья растут долго, в Аргентине их много, в каждом парке найдутся. Но когда они становятся, ветки их не очень тяжелые, смотрите, как строят подставки под ветки, чтобы они не обламывались. То есть здесь деревья очень хорошо оберегают. Надеюсь, у вас дома тоже так же. Вот смотрите, видите? Вот, варится специальная структура, куда опирается эта ветка. Вот одна такая структура, вот вторая дальше стоит такая структура. Под другие ветки тоже подставляются специальные структуры. Или делается, вот, сейчас покажу. Вот под эту поставили тоже такую структуру, где она будет опираться. И в конце еще такой бетонная штука. И вот дерево, видите, опирается, не шатается, ничего. То есть подставки такие делает под деревья. Вот. С другой стороны тоже куча всевозможных скамеечек, лавочек, где отдохнуть. Народ приходит. Сейчас очень популярно стало персональные тренеры, ну типа эти личные тренера всякие. Они в парках проводят занятия. Вот приходит со своими штучками в парк и приносит там мячики, резиночки и все такое. И таким образом приходит потом его клиентура туда в парк, и они скачут. В нашем парке тоже сейчас очень сильно развелось. И после пандемии для них даже начали специальные делать эти площадки. У нас в парке сделали такие несколько, 2 штуки площадки, где именно сказали, что это для фитнеса, для занятий, для отдохнуть, для пикничка. Ковриками простелили, искусственной травкой. Такие выделенные эти. А мы посидим пока, почитаю что-нибудь. Так, тормоза поменяли. Этот сказал, что надо еще амортизаторы передние поменять. Но это я, наверное, позже сделаю. Тем более недавно проходил техосмотр. Внизу амортизаторы проверяли, все. Ничего не сказали. Может, правда, что-то сразу так прямо случилось. Но он рекомендует поменять. Смотрите, вот кафешка строится. И кафешка сразу занимает место стоянки для машин, будет строить, чтобы здесь столики стояли. Я рассказывал когда-то, что у нас это придумали для пандемии. А теперь пандемии нет, а привычка осталась. То есть занимать территорию, где раньше машины стояли, где, видите, стоянка разрешена. Для того, чтобы здесь столиков понаставлять. Прикольно, да? Вот, мы сейчас пойдем. Я сейчас пойду на работу. Давно я уже не ходил, но тут несколько квадр. Решил все-таки сходить, бо чувак имеет компьютера старые. И у него, как бы это назвать, по-нашему называется либрерия. То есть там, где печатают всякие штучки, там приносят ему. И вот у него такая либрерия здесь есть. А, кстати, что-то я... Опа, а я это не видел. Смотрите. Отель для котиков. Офигеть. Не видел. Вон вышла женщина, которая тут работает. Наверное, вот буквально открылся. Все, будем знать. Отель для котиков. Этот самый. Значит, чувак имеет там компьютера. Я как вспомню, какие у него компьютера, я решил, что лучше бы он ко мне их не приносил. Лучше я сам схожу. Во-первых, это несколько кварталов. А во-вторых, они настолько у него тогда были угробленные, старые, такие, ну, как бы в пыли, в грязюке, что я говорю, ты мне как припрешь, мне потом надо будет квартиру убирать, черт на сколько времени еще после твоего приноса компьютеров. Все, теперь небольшая прогулочка по Кабильдо с телефоном и все. Пойду домой, жара наступила. А вы смотрите, как у нас народ уже жарище наступает. Каждый день температура разная. Дождь закончился, все, на следующий день жара. Хотя, вот бабушки
Еще в куртках ходят. Молодежь в шортах, бабушки в куртках. Не поверите, но вот по Кабильду вроде загружено, вроде народу много, все, а я вот не люблю ходить по Кабильду. Если ничего конкретного покупать не надо, всегда лучше пойти хотя бы на 100 метров дальше, где-то в другом месте параллельно. Тише, меньше машин, меньше крика, сразу все меняется, видите? А по Кабильду транзит, машины, крик, шум, гам. Вот. Смотрите, видите, автоэкзамен абилитатов для кондукторов. Вам расскажу одну историю. Раньше экзамены на права надо было сдавать. Ну, заканчиваешь автошколу, ну как, идешь курсы берешь там. Хочешь, можешь только теоретически, хочешь, можешь практически. Если не хочешь, практически не берешь. И потом сдавать на права. На права сдавались на автодроме. Теперь, вот смотрите, на права сдают на улицах. Видите? Вот, это специальные машины, авто-д-экзамен написано, для экзамена. Вот, приходите сдавать на права, и теперь садится с вами инструктор, ну, тот, который принимает у вас экзамен, и вы едете просто на улицах. Это нововведение, раньше такого не было, раньше было на полигоне, где там вверх, вниз, но не между людьми. Теперь сказали, что в городе Буэнос-Айрес новое правило. Сдавать прямо конкретно на улицах. Так, вот видели, вот то и есть экзаменационные машины. Вот едешь на улицу, проехался между машинами, между пешеходами, между всеми, если никого не задавил и все окей, то ты на права сдал. А нет, значит все, чао. Это новшество ввели только-только. Вот-вот.